И форма движения моя такая. Я его руку здесь накручиваю. При этом его локоток формирует острый угол. Теперь, если я его начну тянуть, чтобы бросить, острый угол закроется, и результата никакого не будет. Значит, я должен что-то придумать так, чтобы когда я его потяну, его все тело потянуть. Этого мы достигаем тем, что его мышечные волокна как бы переплетаем в веревку. Вот таким движением. Они вот так будут. Чтобы вам было понятно, вот это Антошина рука, смотрите, вот его рука. Я ее довел до этого состояния и хочу его вывести из равновесия. Ничего не происходит. А когда я его мышцы скручиваю, то есть его мышцы благодаря своей у него рука сворачивается. И теперь, если я поведу в сторону локтя, он совсем телом начнет. Иначе он просто, если останется на месте, я ему разорву связкой. Понимаете, да, о чем идет речь? А чтобы его вот эти связки скрутить, нужно не вот туда на него крутить руку, а как бы чуть-чуть мимо него и локоть направить к пузу. Получается вот такое движение. И как раз рукой это очень удобно делать. Вот такое я вам продемонстрирую. Вот я скрутил его мышечное волокна. Вот я дальше двигаю. Вы можете спросить, а почему же, когда у него скрученные волокна, я его руку так смело сюда тащу, она же полураскрывается. Но дело в том, что когда волокна свернуты, как трубочка вот такая, смотрите, даже если я его дерну вперед, из-за того, чтобы не порвать их, мозг дает команду дернуться самому. Оп, видите, он дернулся в то место, где я его раскрытие делал. Если бы волокна были не скручены, я потянул, и результата никакого. Он не дергается сюда. А когда они скручены, он сюда ныряет. То есть получается, я ему открыл, он ее сам закрыл. И этим мы и пользуемся. Раз, вот эти техники. Это во-первых. Вторая техника еще проще. Он нас хватает. Обычно мы на базовых степенях это делаем так. Глаза сюда, потом уходят. Но сейчас мы убираем вот эту паузу, которая здесь. Для этого его руку просто опускаем вниз. А себя подаем чуть вперед, чтобы наш локоть формировал крест. Техника так и называется джуджи. Вот. Сворачивание с помощью креста. Джуджи это крест происходит. Вот. Джуджи. Вот. Поэтому во втором упражнении наша задача опустить руку, подать свое тело вперед. Иначе рука будет здесь болтаться, и мы не сможем его руку правильно сформировать. Вот она здесь, на нашем теле. Положили вторую руку, расслабленно, формировали. Итак, первая техника будет диапу. Кто ломает смотрит. И вторая джуджи. И мы сейчас это сделаем с вами, вот как вы стоите, с учетом сворачивания двух рук. Антоха будет бить меня ногой. Я буду отбивать. И провоцировать рукой захват. То есть я его ножку отбил, и рука уже здесь. И должен сделать. Это посложнее. Итак, раз, сразу пошли. Для второй руки Антошка будет делать то, что он сегодня вам делал. Раз, два, три. Но только вместо третьего удара кулаков он меня схватит. Смотрите. Раз, два, я руку оставил, провоцирую его. И пошли на движение. Паузу убираем. Ее нет. Не даем его мозгу никаких шансов делать другие движения. Еще раз, медленно. Нога. Изнутри захват, без паузы. И ввели, и аккуратно сделали. Во втором варианте. Два удара рукой. Руку оставили, он ее захватил. И аккуратненько. Всем ли понятно, что делаем? Или вот. Согласали? Руку было естественно. Поэтому никаких вот этих типа раз. Его хватает, не должно быть. Это должно быть естественно, он бьет вот. Все. Так это работает. Другой вопрос, что вы будете после этого делать. Моя любимая боль. Кто-то говорил о том, что 70% ударов в пах. Ну я там добавил 30 глаза. Вопрос, а остальные? Удары зачем? Поэтому вот вы отбили и смотрите, как вы отлетаете от этой руки сразу. Когда для него провокация, человек падает после удара. Чтобы не упасть, он ищет точку опоры. Вот она стоит перед ним. Он оперся, чтобы еще и руку сломать. Ну, чтобы сразу свои проблемы решить.
А вы делаете не так, вы делаете, он бьет, вы... Это не то. Итак, еще раз. Идет атака. Естественно, это делать. Ну, тут, естественно, вы его руки. Мне сейчас не важно, чтобы вы качественно сам бросок сделали. Я добиваюсь того, чтобы вы поняли, что вот это и вот это должно сработать вот сразу. Крутили. Не должно быть условностей. Давай я постою, давай я стойку поменяю, давай я тебя уговорю. Все это не работает, это полное фуфло. Второе упражнение сейчас. Первое мы сделали. Второе это когда 3 руки. Раз, два. Раз, два. И вот мы сегодня били 3. Но сейчас вместо этого удара сделаем захват. Почему? Потому что мы стоим в разноименных стойках, я сбил его руку. Вот рука стоит, опять как точка опоры. Как это делается, я уже сказал. Чуть-чуть опускаем руку, но чтобы она не висела перед воздушном пространстве, двигаемся вперед. И на этом движении формируем ход локтя. Получается, вот вторую руку наложили и способ челнока. Здесь давим вниз, то есть воздействуем на руку вот по такому принципу. А оно все немножко такое челночное движение. У нас оно называется кайнерс. Кайнер это крак по-японски. Бог ходит. Очень больно, очень хорошо работает. Итак, сейчас 2 руки. Одно взял и стараемся, ну я вынужден остановиться, объяснять. Стараемся всякие палки делать. Вот, раз, раз. Как плавно было. Хорошо? Поехали. Итак, 2 руки, нога, провокация и сработать все. Пока что начинаем бить левой ногой, 2 руки и потом. Окей? Еще раз. Левая нога, 2 руки, нога. И пошли на морковь. И теперь прошу вас медленно, но забрасывать до конца. Пошире встанем. Поехали. Итак. Иди. Итак, ребят, кто страдает? Все-таки мозг того, кто защищается, дает команду. Перед нами опасно. И большинство из вас спасает себя не уходами, как сегодня делали в первой части сегодня. Антон проводил занятия. А делают тем, что дико разрывает дистанцию. Человек получает, тот, который атакует, сигнал, что нет смысла атаковать, потому что он не достает. Какой смысл тогда делать? А если он не достает, то получается, все упражнение не стоит ничего. Смотрите, сегодня говорили о чем. Идет 2 атаки, яичники с командой. Идет 2 атаки, раз, два. У меня бил, меня. 3-я атака опять била меня. Сюда. И только после этого, почему он успешно может это провести? Потому что он контролирует правильную дистанцию. Если мы разобьем дистанцию, он что делает? Он добавит ногу, а я бросок. Туда. И так далее. То есть дистанция нас варьирует. Поэтому, когда мы нынешнюю технику сейчас делаем, первый вариант, который первый, да? Смотрите. Дистанция все время рядом. Дистанция все время рядом. Я его с собой провоцирую. И из-за того, что маленькая дистанция, он мою руку и схватил. А я сделал бросок. И во втором упражнении все то же самое. Дистанция такая, чтобы ему хотелось меня бить. А у вас вот такая дистанция. Ни ему бить не интересно, ни мне сделать невозможно. Итак, сегодня мы попытались снять эту углу. Я надеюсь, что вы, то, что я хотел вам донести и сказать, если не универсально сделали, то хотя бы поняли. Вот скажите, вообще я с космосом беседовал, или кто-то что-то понял, и поднимите руки, кто понял. А? И начинает заниматься им таких простых вещей, но интересных не говорят, они думают, что у них все получается. Человек, он говорит, ты знаешь, у меня все красиво получается, только это ни черта не работает. Вот и все. Потому что дистанция не та, долго держим руку, условность какая-то и так далее. Там скажут захватить, не отпускай руку, а то бросок не получится. А
жизнь такая, взяла, отпустил. Ну что, кто выходит?